Всех приветствую, друзья! С вами Джокер. Вы на канале Анскиллер, игра у нас The Ans. Сегодня, ребят, понедельник, а значит у нас день стройки. Самый больной и сложный день. И мы попробуем с вами разобраться, что нам делать. Точнее, я вам просто расскажу свой опыт и вообще скажу, какой я сделал вывод. Итак, ребят, прежде чем начать, предлагаю вам подписаться, поставить лайк или дизлайк моему ролику. Также, ребят, пишите комментарии, проявляйте активность, буду очень вам признателен. Группы, ссылочки, все в описании под этим роликом имеются. WhatsApp, Discord, пишите, вступайте, общайтесь. Итак, ребят, начинаем. Начнем с того, что я подготовился сегодня к стройке. Планировал взять для себя 9 ракушек в первый раз. Запасся я листвой, было у меня 100 миллионов, запался грунтом. Тоже у меня было 70 миллионов и 60 миллионов песка. Тля валялась, еду вообще не считаю. Все эти моменты у меня были готовы. И я еще 4 дня назад запустил все свои на обновление, все свои склады. Сразу же, ребят, самая первая боль, это то, что склады дают максимально мало силы, просто калит вообще. Но мне их приходится делать, чтобы дальше развивать свою матку и улучшать казармы с мурашами. Поэтому пришлось их поднимать. Во-первых, неадекватно дорогая стоимость поднятия этих построек. И неадекватно низкий прирост силы за эти постройки. Вы, ребят, представляете, да, третий уровень склада, ранг 3 и 5 уровень нам дает всего лишь 1500 очков силы. Это нам даже не хватает, чтобы закрыть 3 ракушки. При том, что у меня максимально изучена наука вся в развитии района. И полностью все сделано на стойку. Плюс малинка 100%. И плюс баф от самого КВК 50%. Вот, в принципе, я был готов ко всему. И это, друзья, какая-то жесть, какая-то дичь. Очень дорого, очень невыгодно. Что могу сказать? Складами не пытайтесь сделать, потому что, во-первых, строятся по 7-8 дней, по 6 там. Дорого, нереально и бесполезно, силы мало дают. Дальше, ребят, идем. Неплохо дает силу нам вот эта вот постройка, она меня радует. В принципе, озеро мутации, там еда требуется, ее очень много, в принципе, у нас у всех, кто играет просто активно. И воды там, еды там достаточно. Адекватный прирост силы за постройку. Хотя бы 3000, да? За следующий уровень снова 3000. И это заметно, ребят. Этой постройкой можно закрывать, улучшаться. Неплохо она дает. И стоит она, ребят, самое главное, что она стоит адекватно. Во-первых, здесь, то, что нам сейчас требуется, вот это улучшить дело. Тут уже потяжелее, да, из-за песка. А та постройка вообще легко идет. Это здание тоже нам прибавляет, в принципе, точно так же и нормально весит оно. Ну, из-за песка здесь у нас есть, так сказать, небольшие проблемки. Дальше, друзья. Хорошо дают силу вот эти вот постройки. Медиатор кокона дает неплохо силы. Инкубаторы рабочих. Но они долго строятся, ребят. По 3-4 дня. Так, на 22-й, допустим, нам стоится уже 3 дня, ребят, стройки. И здесь силы дает нормально. Но опять же, грунта надо запасаться вообще выше бани. Так вот, передо мной, ребят, стоит дилемма. Так, тут я убил 30-ю ящерку. Передо мной, друзья, стоит дилемма, что мне делать. На данный момент я... На данный момент я вот добыл себе 8 ракушек. У меня имеет 110 миллионов, соответственно, мне осталось добыть еще 97 миллионов. Это много, практически половина. И, ребят, я могу это сделать, но я просто вшатаю все свои бриллиантики. Ну, не все, 1060. Как вы думаете, стоит ли игра свеч? Продолжать ли мне упарываться за 9-й ракушкой? Или забить и оставить на этом готовиться к сбору ресурсов? Пишите, друзья, мне это очень интересно, особенно если вы напишите комментарии в первые, там, грубо говоря, пару часов видео, чтобы я сегодня принял решение. Также неплохо дает сила бассейн лечебный. И вот эта постройка с тлей тоже не слабо дает. Казармы тоже дают хорошо, но стоят дорого, как бы, и по себестоимости дешевле делать, допустим, те же расходники типа на ресурсах. Вот. В принципе, как-то так. Соответственно, ребят, если же вы не развили для себя развитие района на максимум со стройкой, у вас нету пару сотен миллионов ресурсов всех видов, вам вообще не взять эти 9 коробок, ребят.
9 ракушек в день стройки, потому что очень это, ну, правда, дорого. Ну и также ускорителей надо просто тут дней 60, где-то так, 60-70 дней. Ребята, если кто взял, обязательно напишите мне свою схему, как вы брали. Мне будет очень полезно это, и я буду вам благодарен. А также сегодня я первый, ребят, раз пересел на садовода. Столкнулся с проблемой, то, что у меня повадки у них не раскачаны. Я уже сегодня собрал, сходил в дерево. 12 уровень, взял 57 тысяч очков, качнул себе 10 уровень и поставил себе повадочки. Точнее, способности. Тут у меня вот что имеется на данный момент. Это сбор мяса, листья и скорость похода я добавил. Там еще песок имелся, но я его не буду. Вот завтра я буду, ребят, собирать мясо. Конечно, оно мне вообще бесполезно, но у меня цель тупо взять ракушки. Попробуем. Я вряд ли возьму, потому что у меня не хватает силы, уже поздновато, в принципе. Ну, хотя можем успеть. Посмотрим, что у меня получится. Так бы, конечно, я бы лучше бы на листу пособираться. Завтра, конечно, я смогу еще усилить повадочки свои, но, опять же, это не факт еще. Вот, как-то так, друзья. Пишите, ребят, также свои схемы сбора ресурсов, что посоветуете собирать, когда, в какое время, ну и пишите, ребят, мне будет интересно, потому что я сам пробовал уже один раз, но у меня было это на захватчике, я взял только 8 коробок, и там мне еще много было, но сейчас, думаю, смогу взять, завтра увидим. Итак, также, ребят, ваши комментарии читаю, просите меня написать о выборе моем спецмуравьев, чтобы я посоветовал вам. И, ребят, я вам могу сказать одно. Спецмуравьи, они, в принципе, все здесь в игре, все они хорошие. Тут нету плохих, хороших муравьев. Они все отличные. Просто каждый отличен в своей сфере. И, ребят, я не хочу вам как-то говорить, этот крутой, этот плохой. Они все крутые. Просто есть моменты, где надо этот использовать. И в идеале, чтобы у вас были все и все максимум прокачаны. Возможно, когда-нибудь это у вас и будет. Про старую гвардию, про новую, там вообще они, ребят, правда, все очень уникальны, главное их правильно использовать. Я же для себя, ребят, точнее для вас могу сказать просто муравьев, которые довольно-таки так сбалансированы на все случаи жизни, да, и на всех видах армии они работают. Это, ребят, у нас получается скакун, Джек Муравей скакун. Он у нас имеет универсальный, в принципе, навыки у него работают хорошо, всегда срабатывает, так сказать, безотказный мураш, который имеет, ну, хороший буст в срабатывании навыков. Не кастрирован, так сказать, на навыки, очень хорош. Второй, ребят, муравей, изогнутый муравей. У ребят смотрю, как он работает, у врагов смотрю, хороший муравей. Также на любом виде армии можно воевать. Это носители, пехота и те же самые стрелки. Вообще уникально. Подойдет на все случаи жизни. Ну и, ребят, третий муравей. Я сломал его себе. Это золотой панцирь. Он также подходит для всех случаев жизни на всех муравьях. В принципе, это 3 мураша, которые подойдут для вас, для каждого игрока. Просто на начальных этапах, так сказать, ну, на бусте. А дальше вы уже можете там мудрить для себя специальных там толстокожих, там вот как я сейчас делаю себе хлопчатого, поднимая во вторую линию для носителей. В принципе, каждый мураш силен в своей сфере. Поэтому детальный обзор на каждого можно, конечно, сделать, но опять же, я бы хотел вам показывать все на примере, не просто читать егошние характеристики, потому что я думаю, что, ну, вы тут все не глупые, прочитать каждый может. Что тут непонятного, я не знаю. А вот именно в битве показать, это уже совсем другое. А как показать, если у меня этого нет? Поэтому, ребят, как только у меня будет какая-то связка муравьев, я вам буду это показывать именно в битвах, что как работает и против кого, а не просто читать их способности. Вот. Пишите, ребят, конечно, какие ролики бы вы хотели увидеть, я постараюсь их сделать. Ну и вам всем желаю всего хорошего. Все, всем пока, друзья. С вами был Джокер. Не забывайте подписываться.